Свершилось! Вышла новинка от FlipSky, водонепроницаемый пульт управления VX5. Сегодня мы распакуем, подключим и протестируем в реальных условиях этот новый продукт. Поэтому устраивайтесь поудобнее и заваривайте чаеху, и погнали! Давайте приступим к распаковке. Нас встречает привычная плотная коробка, внутри которой инструкция на двух языках, сам пульт VX5, приемник радиоуправления, провода для подключения и ручка-поплавок. Внешний вид. На мой взгляд, пульт получился интересным. Красивые формы, удобно лежит в руке. Большой дисплей, на который теперь вмещается больше информации. Удобный и плавный курок газа, который работает более отзывчиво. Сравнение с VX3. В сравнении с VX3 новый пульт немного больше и тяжелее. Визуально оба пульта мне нравятся, но VX3 немного компактнее. Зарядка теперь стала проводная, с магнитным разъемом. Из плюсов зарядка будет проходить быстрее. Обновление прошивки. Для обновления прошивки вам необходимо скачать архив с сайта FlipSky, затем войти в режим обновления, зажав одновременно кнопку настроек и включения. На дисплее появится IPA-режим. Далее подключаем пульт к компьютеру с помощью USB кабеля и запускаем специальное ПО для обновления. Выбираем COM-порт, нажимаем Open. Далее жмем Open bin file и выбираем файл прошивки. Жмем Start Sending. Начнется процесс прошивки. После прошивки отключаем кабель и включаем пульт. Прошивка завершена. Подключение UART. Для подключения по UART подключаем 4-пиновый провод к нашему контроллеру. Обратите внимание, что если вы подключаетесь к 65220, то вам необходимо переставить красный проводок питания с пина 5 вольт на пин 3,3 вольта. Настройка UART. Для настройки пульта по UART переходим в VESC Tool, подключаемся к нашему контроллеру и заходим в мастер настройки Setup Input и жмем Next. Выбираем NRF контроллер и жмем Next. Проверяем реакцию на курки. Выбираем Control Type Current Bidirectional для того, чтобы работал задний ход. Жмем Write Configuration to VESC и Next Finish. В пульте выбираем Signal Type UART в настройках Board Setup. Подключение PPM. Для PPM подключения берем 3-пиновый кабель из комплекта и подключаем к контроллеру в PPM вход. PPM-сигнал не содержит в себе телеметрии, поэтому для отображения заряда батареи на пульте необходимо дополнительно подключить синий проводок от приемника на плюс вашей батареи питания. Настройка PPM. Для настройки PPM управления переходим в VESC Tool, подключаемся к нашему контроллеру и заходим в мастер настройки Setup Input и жмем Next. Выбираем PPM Input и жмем Next. Затем ставим галочку Use Centered Control для работы заднего хода и калибруем минимум-максимум курков газа и заднего хода, нажав на них несколько раз. На экране должна отобразиться шкала уровня нажатия на курки. Мы определили минимум-максимум и центр сигнала. Жмем Apply и Next. Control Type выбираем Current или Duty Cycle и жмем Write Configuration to VESC и Next. В пульте выбираем Signal Type PPM в настройках Board Setup. Теперь наш пульт подключен к мотору. При подключении по UART мы можем получать телеметрию с контроллера. Это вольтаж батареи, амперы, ватты и температура. Давайте пробежимся по основным пунктам меню. Меню стало гораздо больше. Появилось больше настроек и даже добавили поддержку русского языка. Дизайн главного окна можно изменить. Есть 3 варианта с более подробным выводом данных.
сопряжение пульта с приемником. Для сопряжения пульта с приемником необходимо сделать пейринг. Выключаем питание с приемника. В пульте заходим в настройки Remote Pairing. Далее включаем питание приемника, и автоматически произойдет сопряжение пульта с приемником. Кстати, я попробовал приемник от VX3 Pro, и он не сопряжается. Возможно, стоит обновить в нем прошивку, хотя визуально приемник выглядит так же. Водные процедуры. Ну а теперь давайте устроим пульту тест на водонепроницаемость. Я опущу пульт в воду на 10 минут и проверю, выдержит ли он такое испытание. Ну а теперь давайте проведем испытание на воде. Ну что ж, ребята, всем большой привет! Сегодня в этот день я первый раз тестирую пульт FlipSky VX5. Это новая модель. Немного ранее мы сделали на нее полный обзор, и сейчас в реальных условиях я тестирую, как же это все едет на SAP. Сразу могу заметить, что из нюансов, то скорость у вас не максимальная со старта при включении. То есть у меня был режим то ли средний, то ли низкий, и мне сначала пришлось его переключить на мощный, так как мне не нужна маленькая скорость, не нужен этот ограничитель скорости. Ну и разблокировываем пульт, и погнали! Так, скорость отображается 25. Кстати, я поднаводил немного мощности. 26. Так, ну что могу сказать? Пульт управляется неплохо. Достаточно отзывчивая и мягкая ручка газа. Курок заднего хода тоже. Вот, можете понаблюдать скорость. Так, и вот мы уже упираемся, получается, в конец водоема. Слушайте, пока что по первым ощущениям крутой. Крутой пульт. Но он немного больше. Давайте максималочку сейчас. По своим волнам идем. Так, ну что могу сказать? Пульт, но он побольше, да, у него вес больше, он сам по себе больше. Но, друзья, он прикольный, у него ручка газа нажимается гораздо лучше. Вот так вот раз и поехали. Так, ну и попробуем ограничители скорости поклацать. Это у нас low. Желтый. И high. Не переключился. Вот теперь красный high. Как включить круиз? Едем, набираем нужную нам скорость и нажимаем на вот эту кнопку. Все, круиз у нас работает. И для выхода жмем на любой курок. Вот так вот можно вдвоем кататься стоя сразу на двух сапах с одним моторчиком.
Так, друзья, ну что ж, вот и закончилась наша покатушка и тест пульта управления VX5. Прокатились мы, кстати, сейчас опять разблокирую, 9,5 километров. И почему-то нету статистики. Давайте попробуем зайти в меню и зайти в Driving Record. Вот она, наша поездка. Почти 2 часа. Средняя скорость 5,07 и 9,5 километров на одометре. Заряд батареи пульта составляет 83%, то есть на 2 часа у нас ушло где-то 17%, что неплохой показатель. И что еще могу заметить? Здесь показывает, что ловит 31 спутник, и спутники, в принципе, схватываются достаточно быстро, так как на пульте VX3 бывало, что ждешь по несколько минут, что не славливаются спутники. Так, ребят, ну что, первые эмоции, первые впечатления от пульта VX5. Что могу сказать? Он немного больше, он тяжелее, но сделан достаточно качественно, и отзывчивость в управлении намного лучше, чем у VX3. Что из минусов? Из минусов это то, что у него нету кейса. То есть мы привыкли все к нормальному кейсу на VX3. Здесь же нам предлагают просто-напросто вот такую коробочку. Не знаю, как с этим жить. Хотя бы какой-то мешочек для пульта, но желательно было бы сделать в комплекте. А так, в принципе, пульт мне достаточно понравился. Нареканий больше никаких нет. Очень понравилась прошивка. Она достаточно информативная, намного больше информации, чем было раньше. И работает все стабильно. 2 часа покатался, 17% заряда ушло. И это было мое первое ощущение, впечатление о пульте VX5. Вот такой у нас получился интересный обзор пульта FlipSky VX5 Pro. Ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео. А впереди еще много интересного. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!